Я месяц слушал звук только через ламповый усилитель. И со мной произошли какие-то странные изменения. Я просто в шоке от того, что со мной произошло. Итак, первое, что я заметил. По какой-то непонятной причине я перестал слушать музыку фоном. И сейчас уже, когда я начинаю задумываться, почему так произошло, я понял, где-то далеко в подсознании я знаю, что лампы имеют ограниченный ресурс, и мне жалко это тратить ресурс просто на какое-то фоновое прослушивание музыки. То есть вот это первое, что я в себе заметил. Это буквально в первую неделю. Дальше, это только начало. Я постепенно на протяжении второй недели начал менять свои жанры музыки прослушиваемой. Я начал слушать более инструменталку, более вокальные такие вещи. И незаметно для себя лампа меня как-то подсадила на другой тип музыки. Если я больше разножанровый, то я как сползла в такой вот более узкий жанр почему-то, понимаете? И это меня удивило. Дальше. Некоторые записи у меня были в не очень хорошем качестве. Лампа, оказывается, может вот эти вот не очень качественные записи как-то сгладить их, и они достаточно становятся такими, что их приятно слушать. Это тоже заметил, это меня очень сильно удивило, потому что я никогда не проводил таких экспериментов. Также я обратил внимание, что я перестал слушать музыку громко. Я не знаю, как так получилось, но мне просто желание добавить громкости пропало. И мало того, я начал обращать внимание, что когда я слушаю музыку, я смотрю на лампы, то есть на то, как они светятся. И со стороны я потом посмотрел, мне нравится, когда я сел, когда музыка не играет фоном, полумрак, и вот в таком состоянии я начинаю слушать музыку. Это произошло незаметно, то есть я специально это не делал. Как-то само так получилось. Я уже сейчас, оглядываясь назад, понимаю такие вот интересные вещи. Потом самое интересное, что когда я начал слушать пластинки, то через ламповый усилитель абсолютно другое ощущение. И хочется слушать как бы все больше и больше. То есть пластинки, да, виниловые пластинки, ламповый усилитель, они как-то так спелись достаточно интересно. И, честно говоря, много вещей таких прослушал, которые я уже давно не слушал. Когда я через него слушал музыку, я перестал перематывать. Я перестал вот это вот постоянно новую песню включать. И тут я понял, какая произошла ситуация. Незаметно для себя со временем я погрузился вот в такой цифровой мир, где когда я слушал музыку, я там выбираю альбом, включаю одну песню, там 5 секунд поиграла вторую, третью, то есть как бы часто перематываю, не часто дослушиваю до конца, там, допустим, какие-то музыкальные произведения. И вот я со стороны сейчас смотрю, что мое прослушивание музыки, оно было каким-то таким поверхностным, в большинстве даже фоновым. А лампа меня как-то приземлила, это какой-то произошел цифровой детокс. То есть я начал дослушивать музыку до конца песни. Я стал реже перематывать. И если там, допустим, я там слушаю через сервисы Spotify, там через какие-то еще, то есть я погрузился в музыку. Благодаря ламповому усилителю я как-то заметил, что я просто погрузился в музыку. И я начал ее слушать. При том, что я в принципе-то слушал музыку. Но я незаметно для себя, у меня ушло вот это вот погружение, незаметно. И лампа меня обратно в это вернула. Это, честно говоря, очень интересный такой эксперимент получился. То есть, по сути, вот эта вот атмосфера, вот это созданная лампом, да, вот эти все ритуалы, они, в принципе, достаточно интересно меня так отрезвили. То есть я как вернулся в те времена, когда я слушал раньше еще кассеты в детстве, когда я включал эту кассету, и она у меня играла, до конца, я не перематывал ее, потому что было неудобно перематывать кассеты. И точно так же сейчас я как-то такое ощущение, что лампа меня отбросила на 20 или 30 лет назад. Вот просто я попал в прошлое, в те времена, когда музыку слушали, когда альбомы дослушивали до конца, когда ты брал какой-то диск или кассету, и ты видел эту обложку, этот альбом, ты держал это в руках, и то есть ты еще до того, как ты включал музыку, ты уже получал удовольствие, потому что ты видел любимых исполнителей, ты видел вот это вот все, то есть это ты держал в руках это, понимаете? И такое ощущение, что вот лампа меня вернула вот в те времена, прям в прошлое.
И ну, очень интересное ощущение. Возможно, те, кто лампы постоянно слушают, возможно, они как-то там привыкли и по-другому себя чувствуют, но это лично мои ощущения. То есть лампа, она достаточно сильно меня как-то вернула меня куда-то в прошлое. В то хорошее ламповое прошлое, которое вот было. И вот когда закончился у меня месяц по прослушиванию лампового усилителя, я потом сразу включил транзисторный John Leslie Hood 2003 года. Включил, и что сразу мне бросилось в глаза? Усилитель, вот этот вот транзисторный, он такой более яркий, более точно передает звук. И поначалу прям аж как-то, ну, какое было странное такое ощущение, когда очень сильно большая резкость, да? Вот, такое было вот ощущение, что прям очень сильно резко какая-то была музыка. Ну, это было недолго, это буквально там первые там несколько минут. Но, возможно, вот эти любители ламп, они вот про это и говорят, что им не нравится слушать транзисторные усилители, потому что там какой-то звук другой. Лампа все сглаживает, она все сглаживает. Звук становится таким плавным таким, да, то есть атмосферным. Ну, на самом деле, очень интересный эксперимент получился. И, в принципе, я никогда не был против лампы или за лампу. Но, честно говоря, я был очень сильно удивлен результатами, как лампа повлияла не просто там какой-то звук, да, другой, высокий и низкий, а она просто за месяц изменила вообще мое восприятие музыки. Вот такой вот интересный получился эксперимент. А напишите в комментариях, это только у меня такие возникли странные ощущения, или это так оно и должно быть? Если вот вы опытный, если вы слушаете годами там эти ламповые усилители, то есть получается ламповый усилитель начинает тобой управлять, это нормально вообще, что со мной произошло? Или это из ряда вон выходящие какие-то события, и это только у меня такое случилось? Ну и сразу возникает вопрос, после всех этих экспериментов не появилось ли у меня желание иметь основным усилителем усилитель ламповый? На самом деле нет, такого желания у меня не появилось, несмотря на все интересные ощущения. Возможно, месяца недостаточно для того, чтобы стать ярым фанатом лампового звука. Я все-таки предпочитаю транзисторы.